Привет всем, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индию». Артур, иди сюда на секундочку, расскажи ты нашим зрителям, что нам нужно найти срочно и купить. Мы должны купить шляпу. Для кого и для чего? Чтобы я танцевал, для меня шляпу. Да, друзья, В школе. у нас Артур не только поет, не только играет на гитаре, но еще и танцует. Идем. Вот это вот как что-то придумают, и каждый раз такое напишите в комментариях. У вас тоже так? Нет, чтобы заранее предупредить, а они всегда накануне. Вот они решили, что мальчики должны танцевать в шляпах. Ну и, кстати, для меня было действительно неожиданностью, что выбрали Артура из всего их класса. Получается, выбрали Рудру и Артура в качестве танцоров. Ну, как-то Артур никогда особо не отличался любовью к танцам, но его, тем не менее, выбрали. Попросила учительницу, чтобы она сняла на видео, так как родители не допускаются. Они будут танцевать, выступать все, как для учителей, для других школьников. Праздник в честь святого Франциска. Команд, парам! Быстрее! Нашли магазинчик, здесь продаются головные уборы, огромный выбор, и женские шляпки, и мужские. Вот Артуру понравилась вот такая вот ковбойская. Но Артуру понравилось, но главное, Артур, чтобы мы удовлетворили требования. Ой, да и у Рудры такое, что когда мы будем очень активно делать вот так, вот так, вот так, вот так, она спадет у него. А у меня... Так что Рудра, получается, вот такую себе шляпу купил. А Артур говорит, я хочу такую шляпу, чтобы фиксировалась на голове, чтобы во время резких движений не упала. О, ну да. Нет, так а может быть Рудра пришьет, можно что-то пришить. Хотя я не уверена, что я успею. Веревочки, завязочки. Тут больше... Ну хорошо, помери. Вообще, в принципе, по-моему, тебе идет эта шляпа. Это как панамка. Ну, конечно, да. Если она упадет во время танца, будет некрасиво. Не налезает на меня. Не налезает. А вот тут, посмотрите, рядом рабочий процесс. Женщина работает как 10 мужиков. А мужики рядом стоят, смотрят на перекуре. Парам подсказывает, что вот этот вот мужчина в рубашке, он менеджер, он как главный здесь, бригадир. И он следит за порядком. Так, Артур репетирует танец. Не спадает. Значит, хороший. Ну давай тогда вот эту. This is small, да, Парам? Smallest, самая маленькая. Или еще вот, или вот. Ну как, нормально? Да. Very good, Мне идея beautiful пришла look. в голову, может быть, действительно чуть-чуть больше размера купить шляпу, чтобы потом я ее могла носить. You look like fat with this. Like who? Fat you look. Толстая? Да. My face look fat? Да. Парам говорит, что у меня лицо как будто бы толстое в этой шляпе. Сейчас я посмотрю на видео. You don't like? Тебе не нравится? Okay, good look, beautiful. Так, ну что, мои дорогие, вот, кстати, мальчик, с которым Артур будет танцевать. Yes? Good? Good? Привет, привет. Привет, друзья. Привет. Привет. Вот, я очень надеюсь, что мне удастся вставить в это видео Артуркин танец. А сейчас, мои дорогие зрители, посмотрите видео, которое я снимала ранее, днем ранее. Итак, мои дорогие зрители, Парам стоит в очереди. Сейчас он покупает билеты. Билет покупает для меня и для себя. Артур бесплатно. И, внимание, мы сейчас находимся рядом с ипподромом. Впервые в жизни я буду наблюдать, буду смотреть на лошадиные скачки. Артур тоже впервые в жизни. На территорию ипподрома запрещено проносить камеру и даже телефон. Все нужно сдавать в блок хранения при входе.
Здесь вращаются крупные суммы денег, люди делают ставки, и все должно быть засекречено. Но, правда, если заплатить 1500 рупий, тогда можно снимать на телефон. Я все-таки пронесла свой телефон, не заплатив, рискуя отдать штраф 10 000 рупий. И мне удалось немножечко поснимать для вас видео. Этот вот парень в желтой рубашке из нашего Матрауна, он постоянно приходит сюда, делает ставки. Сегодня он выиграл, правда, я не знаю, сколько он поставил, но еще до начала мы с ним поговорили, и он говорит, победит лошадь под номером 1. И так и случилось. А я спрашиваю, а почему? Почему ты так уверен, что именно эта лошадь? Ну, я знаю, говорит, ну, я знаю именно, что лошадь очень хорошая, породистая, хороший скакун. То есть люди, которые постоянно этим увлекаются, они разбираются. Ну, конечно, не всегда. Конечно, очень часто проигрывают, поэтому я никому не советую увлекаться этой игрой. Не будьте игроками. Вот, смотрите, в записи. Сейчас уже разрешили снимать видео. Значит, по поводу ставок я подробности не узнала. Единственное, что 1000 самая популярная ставка. 1000, если ты поставил, выиграешь, если то получаешь 500 рупий экстра, 1500. Ну и, соответственно, очень много людей проигрывает. И в основном сюда приходят мужчины. Но вот, видите, красивая девушка тоже пришла вместе со своим парнем. Я еще не решалась тогда снимать, но вот здесь вот после окончания скачек все участники прошли вот по этой дороге, по главной. Лошади со своими наездниками, с жокеями. И мы узнали нашего друга Пракаша, я его показывала вам в одном из своих видео. Знаменитый матеранский жокей, который ездит на соревнования в разные страны. Вот в Лондоне он был, но сегодня, к сожалению, он проиграл. А вообще он довольно-таки часто одерживает победы. Я вот даже не знаю, как правильно сказать, он или его лошадь. Все-таки здесь главная работа ложится на плечи бедных лошадок. Вот еще посмотрите, какая красивая девушка, как она красиво драпировала сари. Так, ну и самое интересное вообще вот происходит здесь. Здесь делают ставки. Ну ладно, все, я выключу. Сейчас Парам предложил мне принарядиться. Говорит, Наташа, если хочешь, купи себе какие-то новые... Ой, ничего страшного. Девушка зацепилась за провод от микрофона. Так вот, Парам сказал, если хочешь, купи себе какие-то новые наряды. И вот мы сейчас идем по улице, ищем магазин. Но здесь можно принарядиться только в индианском стиле, в индийском стиле. Ну, знаете, я решила не отказываться. Пусть хоть в индийском стиле, но что-нибудь новенькое мне купят. Ну вот, что-то магазин с одеждой нам не встретился на пути, зато вот магазин, где продаются детские товары. А то что-то себе уже здесь выбирает конструктор. Так, ну что, мои дорогие зрители, точнее зрительницы, любуйтесь. Вот сейчас продавец мне предлагает, я попросила, чтобы показывал только из натуральной ткани мне одежду из хлопка. Oh, this is very dark. I want some light color. Говорю, мне что-то посветлее. Хотя, ну, окей, maybe I check. And how much it is near? Я говорю, ну, не сильно дорогое, мне показывайте. Мне не на праздник, а так, чтобы носить каждый день. Вот голубое. Так, вот это вот красиво. Ну, я даже не знаю. Немножечко опять растерялась. Beautiful. Festival, marriage party, Ganesha. This all temple. Oh, really good look for you. This is not. This simple. Black and. One take every day, one take for function. Oh, this check. Yes. This pattern, like this, some pattern. That all Some pictures. pattern. Oh, this some interesting color. Wow. Super. Natasha, take this day also. So in beaches also.
But it's not Cinema, beach. material. Soft material, not cotton, soft material. Georgette. No, I don't want synthetic. It is washable, This not is synthetic. synthetic. No, but no, I Georgette, soft quality. I think this is good for in beaches, these, that. This is also good. Cotton, 100% pure cotton. Check red one. Check red one. Should not use all time dupa. त्याला फक्त काय आहे लाइनिंग दे Red also good look, Natasha. अस्तर द्यायला लागते जेव्हा सीवायला द्यायला Oh, हा ते दे yes, याचे काम करे very good look. Red one. Нет, я не такое имела в виду. Я попросила, No, this как is. у меня, you remember what I Да, have да. violet color, I Да, have да. like pant and Да, да. короткую такую вот туничку. А он мне предложил. Like this. No, this Gagra and all. This is Gagra, Natasha. No, this is Garara style. हा खालच्या आहे, खाली बॉर्डर येणार असं हे बघा असं पूर्ण हे असं येणार हो, मस्त दिसणार С чем это? С юбкой. О. असं. You like it? Guarantee. हा ते असं ते टेलर टाकते Ладно, выключай, я сейчас уже буду мерить, то непонятно. Oh, oh, show, yeah. Good look. Don't go very near. Yes. Perfect. I feel like this big size. Big size, little. Very good look. Very, very best. See how you look. Normal. Oh, oh, super. Very good look. This is like Indian. You are Indian. Arthur also like it. Мнения с Парамом сошлись. Да. Красивый вот этот вот наряд. Посмотрите, какая шаль красивая. Вот если отдельно. Брючки, вот обратите внимание, внизу. Туника. Хороший материал. Действительно так дорого, красиво смотрится. Но действительно и стоит тоже недешево. Почти 10 тысяч. Поэтому я, наверное, сейчас покручусь, покрасуюсь. У нас в ближайшее время никаких таких прям фестивалей, мероприятий, свадьб не намечается. Бавин все никак не женится. Если бы Бавину на свадьбу я бы, наверное, купила. Ну а так зачем раскошеливаться? Купим что-то попроще. Но вот так вот, чтобы в памяти осталось, попросила Парама, чтобы он снял на видео. Красиво. Да? Good look. Yes, very good look. Параму тоже нравится. А ну с распущенными. Wait. Еще накраситься поярче. Сейчас без макияжа. Если с макияжем ярким будет еще лучше. Так что, девчонки, имейте в виду, кому понравилось, приходите купить. Ну реально красиво. You only don't like this. Is good look. Very good look. Да? Super. Да, Natasha. Very good look. This is very best. Very beautiful look. And your size perfect. Nice color. Size is very perfect. And nice color. Yes. Все очень хорошая ткань, уже мне показывает только Material good, no? да, материал. And what do you think about color? Good. Не темновато? Very dark. Слушайте, я аж устала. Я не знаю вообще, что со мной в этот раз произошло. Я не могла сделать выбор. Я, наверное, минут 10 стояла, смотрела на то, что мне как бы понравилось более или менее, и не могла однозначно решить, что из этого я хочу взять, что из этого я хочу носить, что из этого мне идет. Наверное, из-за ваших комментариев, то, что постоянно выбираю, и вы мне пишете, что это не нравится, это некрасиво, это некрасиво. Но в итоге остановилась на двух. Параму понравилось, мы выбирали так, чтобы и мне понравилось, и ему тоже. Если не то, чтобы он меня там заставлял купить именно это. У нас такого нет в семье. Я просто
сама, знаете, какая-то нерешительная, и мне важно услышать чье-то мнение. У Парама более оно однозначное, в отличие от меня. Поэтому вот я его тоже послушаю. Ну, в принципе, мне тоже те два наряда понравились, которые мы выбрали. Так что это наш общий выбор. Потом я вам покажу и расскажу. Но чтобы вы мне не говорили, что купила то, что Парам сказал. Нет, такого не было. А, вот, да. Заходите. Вот это вот белое платье мы не купили, ну, белый наряд. Продавец говорит, тебе так красиво. Но он реально от души восхищался. Но оно там стоит 7 или 8 тысяч. В общем, ближе к 10, я уже не помню. Но не наш лимит. То, что мы выбрали, в районе 2-3. Одно. То есть я за эту цену купила 2 наряда, и еще и сдача осталась. Слушайте, насколько популярный ресторан, сколько людей стоит на улице и ждут, когда освободится столик. Это вейдж-ресторан, здесь только вегетарианская пища. Неужели здесь настолько вкусно? You went before? Because we are a very big crowd, not able. Парам не знает почему. So you think there's very tasty food? Да, veg restaurant, very nice. Сейчас мы зашли в электричку, и вот видите, как некоторые люди песни поют, некоторые что-то продают. Киджи, например, тоже ходят в поездах. А вот видите, эта женщина подметает. Но мне кажется, она больше как делает вид, что пытается сделать чище эту электричку, вагон. После своей работы она пойдет собирать деньги. Только что я сняла на видео, как вот эта вот девушка с ребенком на руках подметала здесь пол в этой электричке. Хотя на самом деле здесь он и так чистый. Вот, ну и теперь она заслужила деньги. Не просто так просят денег на хлеб, чтобы было что покушать, это нам показывает Дартата Тресса, а заслужила своей работой. Ходит с веником, с ребенком на руках. Когда она подметала, ребенок шел за ней следом. За меня уже рассчитался мой муж. Так, ну что, мои дорогие зрители, хочу с вами поделиться впечатлениями, что я испытала после того, как впервые побывала на ипподроме. Кстати, Парам мне сказал, что он тоже раньше никогда там не был и больше никогда туда в жизни не придет. Во-первых, это не спорт, это издевательство над животными. Я узнала некоторые подробности, это действительно так. Ну и, во-вторых, это выкачка денег из психически нездоровых людей. Я так называю игроманов. Я думаю, что многие со мной согласятся. Очень много мы встретили знакомых мужчин из Матерана, и это были в основном неприятные встречи для меня лично, так как я многих даже не подозревала в такой вот зависимости. Даже папу Артуркиного одноклассника встретили, но я даже не думала, что он, получается, тоже по воскресеньям ездит в Мумбаи и вот так вот деньги тратит. Чаще всего я так думаю, что он проигрывает, судя по тому, как они живут. Ну и вообще я в принципе знаю, как живут игроманы. Они сами страдают и издеваются над своими родными. Вот. Ну и еще много человек позвонило потом Параму. Получается, что они смотрели скачки здесь в Матеране у себя дома, или, я не знаю, по телефону, или есть еще бары там со специальными телевизорами. В общем, они смотрели в надежде увидеть, как лошадь, на которую они поставили, придет в первой, а в итоге они увидели нашу семейку на трибуне. Кстати, по поводу трибуны тоже очень мало людей было на трибунах. В основном все вот там вот возле касс делают ставки, что-то там в блокнотике себе записывают, как сумасшедшие. А на трибунах сидели мы и еще там несколько гопников, задравшие ноги, подвыпившие, что-то выкрикивали. Ну, вообще. То есть я вообще перед тем, как прийти на ипподром, себе в голове рисовала картину, как там красивые дамы в шляпах, в кружевных платьях сидят, смотрят в бинокль, или там мужчины во фраках. Ну, естественно, ничего такого я не увидела. Ну, все, ладно, хорошо. Получили опыт. Больше я туда не ногой.
Я рада, что мой муж не игроман. Действительно, пусть лучше ходит по храмам и относит туда небольшую сумму денег. Это во благо кому-то. Вот. Ну и Артур тоже перехотел быть жокеем, так как он понял, что лошадки от этого страдают. Это, знаете, как бы жокеи еще деньги за это получают, а лошади просто страдают, у них нет выбора. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.